Мы сегодня первый день в Исландии, потому что мы переночевали первую ночь вот в этом. Это наш Hyundai i10. И мы как настоящие бомжи-туристы, которые путешествуют на таком маленьком бюджете. Мы завариваем кипятильником утренний кофе и утренняя гречка, суп или овсянка, или что-нибудь, что мы притащили с собой из Латвии. Самое веселое, открой бардачок. Это все, что мы привезли. Мы взяли с собой парочку бальзамов, орешки, всякий паштет. Мы путешествуем дешево. Мы пришли к вулкану, и там ничего нет. Там просто красиво. Дамы и господа, на улице плюс 5, а мы идем купаться. Тут течет водичка из какого-то классного крана. И она везде. Нам очень тепло. Мы просто вчера спали в машине и не мылись. Те, кто говорили, что Исландия это не круто, что кому-то она не понравилась. Здесь вода около 40 градусов, я не знаю сколько, но она горячий пар идет. На улице плюс 7 и везде горы. А мы лежим в луже. Вот так отдыхают цари, которые взяли Hyundai i10. Шаров, если ты видишь, в жопу твою боли. Один из самых первых и больших гейзеров, которые мы встретили. А вот он. Мы решили сварить яйцо в геотермальном источнике. Я просто очень хочу узнать, получится ли сварить яичко в пакетике вот в этой дымящей хероте. Вот видно, да, яйцо? Там яйцо, оно сырое, я обещаю. Чтобы не обжечься, у нас есть селфи-палка. Как обидно, если не получилось. Значит, мы... Так, ну куда так близко? Мы подождали 10 минут. Пора доставать наше яйцо. Видно, что кому-то это не нравится. Ой, слушайте, ну это очень горячо. Есть какой холодный гейзер, где можно остудить его? Надо только обо что-нибудь постучать его. Об номер автомобиля давай. Никто не заметит. 10 минут. Подождали. И оно сварилось. Ой. Ну, оно идеально. Оно... Просто оно идеально. Да, и немножко желтка есть. Я хлеб сейчас принесу. Да. Очень вкусно. Чисто, чтобы вы поняли, как это выглядит немножко издалека. Нет водопада, но есть до хрена всего красивого. Поэтому вот это Исландия. Ты едешь, ты не находишь то, чего искал, но ты все равно счастлив. Ты тут столько всего другого увидишь. Нет водопада, но ну как тут можно не радоваться? Есть вон сколько всего. Какие-то маленькие домики прикольненькие. Наверняка сюда идти нельзя. Прекрасно, когда жена тебе готовит, да?
Доброе утро. Сейчас 7:42. И мы ждали всю ночь, чтобы забраться в викингскую баню. Вчера просто тут была очередь большая, ночью уже северное сияние вот там, на этом небе. И все, люди не уезжали, их только добавлялось и добавлялось. Поэтому мы решили, будем тут спать. И теперь мы идем мыться. And I need to see this. Do you feel it? Feel it? Do you feel it? Feel it? I can feel it. Feel it. Мы припарковали машину вот здесь, вот там вот. И мы идем вперед. Вид, ну, как сказать, его нет. Вида нет, но мы идем к самолету. Если вы инвалид, колясочник, вам эта страна очень даже будет доступна. Мы собираемся готовить стейк. Стейк из китового мяса, который мы купили вчера. Оно разморозилось наверняка уже. Здесь место для кемпинга. Разожгли костер. Не наводим срач, мы все убираем за собой. У нас даже есть соль и перец. Причем соль, ладно, мы купили честно. А вот перец, в принципе, оттуда же, откуда и нож. Мы завтра будем жарить стейк, но нужен перец. Приготовлено китовое мясо будет на камне. В каком еще ресторане можно будет такое увидеть? И мало кто сможет таким похвастаться. И если получится, я буду хвастаться. Вот. Ну, наверное, когда-то все были аборигенами. Все, наверное, когда такие. И это наверняка очень вкусно. Помидорки, картошечка, мясо кита и мясо кита. Если бы я не знал, что это мясо кита, я бы сказал, что это говядина. Кайф от того, как оно режется. Посмотрите, это тупой кухонный нож, да? Столовый. И вот оно, мяско это. Ой, как хорошо. Мы, кстати, вот так спим в машине. As I go to anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go. Не то чтобы мы не хотели платить, но просто 3 евро это слишком.
Ну и, конечно, мы не могли бы оставить Исландию, не собрав своих собственных маленьких троллей. Can't go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Голубая лагуна, это весело. Очень весело. Это прикольно. Это весело.